Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами, за записями на канале. И, конечно же, обсуждайте в комментариях все то, что происходит. Сегодня Василий Волга в прямом эфире, на прямой связи. Василий, приветствую вас. Мои приветствия вам, Александр, и вашим зрителям, постоянным и тем, кто прибывает. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, не забывайте это. И давайте участвуйте в нашем сегодняшнем разговоре. Сделать там, как всегда, просто, проще простого. Есть в сообществе YouTube место, где оставляют вопросы. Ну, так вот, заблаговременно, на протяжении эфира. А можно прям вживую, в самом финале эфира. Клуб зрителей Шелест тоже для вас открыт. Там тоже есть такая функция. В общем, давайте начинать. Начнем традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Вероятно ли наступление на Киев из Беларуси? Сегодня Сырский вышел, говорит, надо формировать новые бригады, а то вот угроза есть такое. Только вчера победили ретрансляторы Лукашенко, о чем отрапортовал Зеленский, а сегодня, видите, вот новые угрозы. Поэтому людей давайте собирать. В общем, что вы думаете на этот счет? Варианты ответа. Да, без этого войну не выиграть. То есть в любом случае будет какой-то рывок, рейд на Киев. И, в общем, для того, чтобы это все закончилось физически, пешком, через квадратные километры, через прохождение и как бы движение в сторону столицы. Второй вариант. На Киев пойдут, но не из Беларуси. Вчера сообщили о том, что из Черниговской области эвакуировали несколько населенных пунктов приграничья. Тревожный сигнал, конечно же, тревожный. Третий вариант. Нет, это оправдание людоловам. Ну, то есть то, что сейчас вытворяет ТЦК, вокруг ТЦК, что несется, хватают всех без разбору и подряд. Особенно порадовала ситуация, где вот из Николаева там есть директор образовательного учреждения, ехал на совещание в Минобразовании, его в общем-то, перестрели и отправили, так сказать, в учебку, прошел ВЛК за 5 минут и все. То есть 87-летний отец его остался один. Так это какой-то директор какого-то учреждения образовательного, чиновник, ехал на совещание министерства. В общем, хватают всех подряд, но и издеваются лютым образом над людьми и продолжают это делать. Никакой Федоров ничего не исправил. Поэтому это такое оправдание. Из Беларуси атака, поэтому все на войну. Ну и еще один вариант. Это без мобилизации в России этих планов не осуществить. Тоже есть разные, это где-то полувбросы, полуипсо, там то Пензенская область, то просто в соцсетях обсуждают люди, что вызывают так военкомат, сверяют данные, кому-то дают мобилизационное предписание, кому-то не дают, кто-то боится, кто-то не боится. В общем, без мобилизации вот эти планы не осуществить, поэтому мобилизация, о которой говорит Зеленский в России очень часто, это будет такой сигнал, что пойдут на Киев. 4 варианта, выбирайте, уважаемые зрители, в конце подведем итоги, давайте с этой темы начнем. Так что, ретрансляторы победили, но угроза из Беларуси осталась, Василий? Ну, я считаю, что ежели смотреть на ситуацию увеличивающейся от этой вот спирали конфронтации, то угроза существует круговая. Угроза круговая, и причем растут все совершенно угрозы. Мы приближаемся с вами совершенно неминуемо к определенной точке. Мне эта точка видится сентябрь-октябрь, я уже об этом говорил, которая будет такой, знаете, переходом количественных изменений в качественных. То есть перед нами с вами реализация закона диалектики, одного из законов диалектики Гегеля. То есть когда будет либо переход к миру, либо широкомасштабная война. Угроза с Беларуси, насколько она реальна на данный момент, она мне реально не видится. Но знаете, Александр, я бы не был столь, как сказать, саркастичен, что ли. Вот я бы не был столь саркастичен, как сегодня очень многого есть в социальных сетях в отношении угрозы со стороны Зеленского Лукашенко. И, мол, что вот на самом деле Зеленский сам выдумал себе эти ретрансляторы и потом сам их победил. Вот при моем огромном уважении к очень многим вашим комментаторам, то есть к многим гостям, я ко всем вашим гостям, хочу подчеркнуть, отношусь с очень большим уважением. Вот. Но я бы не был столь легковесен. Понимаете, сама реакция Белоруссии, сама реакция Лукашенко, честно скажу, в очередной раз, но как-то уж очень сильно меня озадачила. Ведь
Что произошло? Сопредельное государство, лидер сопредельного государства заявляет о том, что он дает 1 неделю времени и после этого нанесет бомбовые или ракетные удары по территории вашего государства. Ну, обычно в такой ситуации по протоколу просто. Обычно каким образом действует? Ну, например, войска приводятся в полную боевую готовность. В Беларуси этого сделано не было. На угрозу отвечает, ну, если это ответственный лидер, то он отвечает достаточно жестко и предпринимает определенные дипломатические шаги. Я от Александра Григорьевича этого не увидел и не услышал. Вы знаете, это как-то совершенно не тот Александр Григорьевич, которого я видел бегающим с автоматом по Минску, когда необходимо было демонстрировать поддержку силовикам, дабы государственный переворот предотвратить. Здесь, ну, какой-то разговор в отношении того, что не нужно бояться, все будет хорошо, попытка успокоить общество Беларуси и вообще заявление какой-то длительной командировки. Это что такое? Как повел себя Министерство обороны? Министерство обороны Беларуси и министр обороны вместо, опять-таки, определенных жестких действий в соответствии с протоколом, когда вам бросили перчатку или практически вам заявляют, что через неделю вам объявят войну. Он говорит, нет, не переживайте, дорогие друзья, никто Беларусь войну в эту не втянет. Ну и только был выдержан формальный протокол Министерством иностранных дел, когда вызвали посла Украины в Беларуси и вручили ему ноту там, протеста и тому подобное. Так что на самом деле, мне кажется, что-то произошло. Что именно произошло? Были ли это ретрансляторы? Была ли это такая демонстрация силы со стороны Украины? Или была это такая, знаете, в преддверии расширения атак на инфраструктуру России? Дальше поговорим. Я здесь одну очень, знаете, интересную вещь услышал от одного журналиста, немецкого журналиста, вот, который системно работает с высшим генералитетом НАТО в Европе. Так вот, было это такое, знаете, преддверие прощупывания Беларуси и самого Александра Григорьевича, не знаю, может быть, для того, чтобы, знаете, в практическом действии увидеть, как он будет действовать. Ведь Александр Григорьевич и Беларусь сегодня уже становится серьезно зависимой от Соединенных Штатов Америки. Ведь, понимаете, те конфетки, которые Беларуси уже скармливаются со стороны Соединенных Штатов Америки, снятие санкций, да, включение в международную финансовую систему, то есть, ну, это уже очень серьезно влияет на экономическое состояние Беларуси. Вот. Какие еще далее отношения между Соединенными Штатами и Александром Григорьевичем Лукашенко, пока сказать трудно. Но факт остается фактом. Прошедшая неделя была удивительная. И я пока воздержусь от какого-то однозначного заявления в отношении того, как будет дальше себя вести Лукашенко, но пока мне это выглядит несколько тревожно. Пока это похоже на то, что Александр Григорьевич вдруг в коленках прогнулся. Хорошо, если вы воздерживаетесь и указываете на вот эти странности поведения, то опять-таки попробуем распаковать эту историю через Украину. То есть ретрансляторы побеждены, но новые бригады нужно готовить. Новые бригады не готовятся за, условно, 1 неделю вот этого ультиматума или безумия или всего остального. То есть если есть нечто, то это должно быть спланировано. Какие планы тогда на территорию Беларуси, вокруг Беларуси? И все же помнят, как Зеленский ездил по северу и круговую оборону городов рисовал. Вне всякого сомнения, руководство Российской Федерации, военное руководство Российской Федерации и главнокомандующий хотел бы рассматривать Беларусь как очередной плацдарм для ведения войны против Украины, скажем так, ведомой Западом против России. Вот. Вне всякого сомнения. Но еще раз подчеркну, мы не совсем пока на данном этапе понимаем поведение Александра Григорьевича. На самом деле, конечно, есть некоторые стратегические шаги, которые очень весомы и могут нас убеждать в том, что идет работа в контексте с подготовленным планом. Этих шага я бы отметил 2.
Шаг первый – это размещение ядерного оружия Российской Федерации на территории Беларуси. Этот шаг не делается просто так. Это очень серьезная вещь. В первую очередь, конечно, тактическое ядерное оружие. Проведенные совместные учения по разворачиванию тактического ядерного оружия для применения по территории Украины. Да, вот это вот единый такой блок. И шаг второй, вещь вторая, на которую я обратил бы сейчас внимание, ну, это, скажем так, достаточно большие паузы в ответках со стороны Российской Федерации на систематические дроновые удары, очень точные эффективные удары по территории России. При этом, ежели смотреть отчеты Совета национальной безопасности и обороны Российской Федерации, количество ракет и дронов кратно увеличилось, выпуск кратно увеличился по сравнению с тем временем, когда удары были гораздо более системные. Копят, получается. Да, совершенно верно. То есть я понимаю таким образом, что идет накопление мощного ударного потенциала конвенциональных вооружений. И тогда, вот учитывая два этих фактора, конечно, можно говорить, опять-таки, мы же в сфере предположений, Александр. Ни вы, ни я. Я недавно так походя увидел и услышал одного из ваших знаменитых спикеров, который был славен предсказаниями, что он даже сказал: теперь я предсказывать не буду ничего, потому что мы находимся в состоянии, когда все очень непонятно. Мы не имеем ни карт, ни планов. Мы с вами не понимаем, что на самом-то деле, не знаем, вернее. Да, мы можем по внешним признакам догадываться. Мы можем обсуждать. Так вот, внешние признаки того, что есть некоторая сейчас оттяжка времени и некоторая подготовка к нанесению системных массированных ударов и в той или иной виде наступательной операции и, возможно, через Беларусь есть. Но является ли поведение Александра Григорьевича сегодня такой, знаете, военной хитростью, наведением тень на плетень, как Трамп с Анкориджем, да, навел тень на плетень, получил паузу для того, чтобы произошла дроновая революция на Западе, и сегодня уже включается в полную, Америка включается по полной программе в войну против Российской Федерации. Является ли такое же поведение Александра Григорьевича военной хитростью? Ну, думаю, мы узнаем об этом в самое ближайшее время. По поводу вот этих планов на войну, действительно, очень многие сейчас понесли по соцсетям и истрактовали по-разному. Значит, Зеленский вчера выходит и говорит: у меня есть план по Крыму, причем, более того, спецоперация. Он как бы употребил это слово, важно, что это спецоперация, то, что сейчас в Крыму. Ну и отсюда пошли как бы две ветки, да, он говорит, ну, жду какое-то решение от стран семерки. Вот еще раз, страны семерки что-то имеют, да, и они должны сказать да или нет. И если они скажут да, то Зеленский тогда будет как бы что-то предпринимать по Крыму, чтобы Путин остановил войну. Ну, то есть это просто мы считываем тот месседж, который он дал. Эти страны семерки, соответственно, должны что-то решить. Вот так вот нам рассказал Зеленский. Окей, рассказал. Но вариантов два. Один вариант – это там чуть ли не грязную бомбу применит или что-то как-то вот эдакое вот сделает Крым украинским или безлюдным по заветам всех националистов. Вариант второй, что это прям будет освобождение Крыма Украины, и Крым перейдет под Украину, и Путин тогда вынужденно остановит войну. Или изолирует Крым, сделает его безлюдным, но не украинским, но проблемы в Крыму заставят Путина садиться и разговаривать о завершении войны на условиях вот этой Евротройки, потом там Европятерка в Гданьске собирается, в общем, ну, по европейским и западным лекалам, и Трамп, который говорит, ну, хорошо держится Зеленский, молодец, он его как бы хвалит, то есть подбрасывает, подливает маслица в огонь разгорающихся вчерашних публикаций в прессе, что теперь Трамп на стороне Зеленского, представляете? Это вот один вариант. То есть что-то предпримет и вот остановится. Вариант второй, что у Зеленского заканчиваются дроны, ракеты и вот это вот все. И вот эта акция,
а это действительно акция. Сегодня был поражен НПЗ в Уфе, акция по НПЗ, вот этих всех моментов, скажем так, ударов по Крыму. Все как бы приходит к какой-то точке, и вот сейчас Г7 будет принимать решение, да, давать, ну или условное Г7, в кавычках возьмем, давать ли этому отмашку на какой-то более или менее, но продолжение, или вот эта кампания по полетам дронов на искусственном интеллекте, которая все будет свернута. Вот тут очень интересен как бы вот этот разбег, да, этот диапазон вариантов и сценариев, и очень интересно как бы залезть туда внутрь. Ну, есть еще там третьи люди, которые говорят, да это все как бы ерунда, это Зеленский просто, ну, в общем, как обычно, как с ретрансляторами, да, те, которые скептически к ним ретрансляторам относятся, это заявление пустое, ни о чем и пиарное. Что думаете вы по поводу роли Крыма и семерки, которая внезапно, то у нас был Рамштайн, там 52 страны, помните там, а сейчас вот семерка решает судьбу войны в Украине и каких-то спецопераций Зеленского? Ну, я рискну выступить с таким заявлением, что ли, Александр, рискну сказать, что я не думаю, а знаю. Знаю, но опять-таки я уж не знаю это название этой операции, которая сегодня реализовывается Украиной против России, является официальным названием этой операции, либо это просто офицеры НАТО употребляют в разговорах друг с другом. Опять-таки подчеркну, это мой давний журналистский контакт, который, в общем-то, мне на протяжении многих годов давал очень серьезную информацию о планах генералитета НАТО в Европе. Называется эта операция «Купол». Вот такое, знаете, традиционное такое название, да, есть железный купол, золотой купол, а здесь просто купол. Задача этой операции, собственно говоря, и того обмана, в который втянули Россию в Анкоридже, для того, чтобы получил Запад время для технологической революции, технологической дроновой революции. Задача этой операции, вот уже когда на сегодня получены такие системы, дроновые системы, которые имеются в распоряжении Украины, которые производятся из, в основном, американских комплектующих, производятся в основном в Германии, которые сегодня используют самые высокие мировые достижения, равных которым в других странах пока нет. Мировые достижения в области искусственного интеллекта, связанного с космической американской разведкой. То есть вот это время, когда получено, когда эта задача стала реализовываться, план «Купол» состоит из двух частей. Часть первая. В чем купол, собственно говоря? Купол в том, что именно вот этими дроновыми, вот этим технологическим преимуществом выжечь территорию России, логистику, энергетику России вплоть до Урала. Рассчитан этот план на полгода. Есть первая, скажем так, знаете, демонстрационная часть этого плана, да, то есть когда вот первый опробованный этот план, это Крым. То есть на сегодняшний момент происходит реализация первой части плана «Купол», когда Крым приводится, вот они не стесняются же сами говорить о том, что Крым необходимо из полуострова сделать островом и сделать жизнь крымчан невыносимой. То есть в прямом смысле слова операцию геноцида провести против Крыма с целью, чтобы перед руководством Российской Федерации стал вопрос о спасении 2,5 миллионов людей от жажды и голода. Ну, то есть жажда, голод, инфекционные заболевания, потому что дальнейшие атаки Украины будут направлены на системы жизнеобеспечения Крыма. Это вода, канализация, электричество. Ну, то, что, собственно, мы сейчас с вами видим. В случае эффективной реализации этой части плана «Купол» будет принято вот то самое решение, которого ждет сегодня Зеленский. Это решение, которое согласовывается с Соединенными Штатами Америки. Ну, собственно говоря, Соединенные Штаты, они и не стесняются уже заявлять о том, что дела идут неплохо, как Трамп говорит, да, заместитель госсекретаря делает заявление о том, что Украина побеждает и тому подобное. Вот. То есть тогда согласованная с Соединенными Штатами Америки вот эта программа, когда тыл украинский находится в Германии, им плевать, понимаете, им плевать на линию фронта. Им плевать на то, какое количество людей будет мобилизовано. Им плевать, сколько они на самом деле сейчас людей вытащат и сколько они уничтожат. Им на это плевать.
Задача реализации этого плана «Купол» – парализовать жизнь в европейской части России и добиться этого за полгода. И они, понимаете, они убеждены, также, знаете, вот они смотрят, первая часть плана Крым, они убеждены, что Россия не применит неконвенционального вооружения. Потому что ведь, собственно говоря, знаете, вот мои контакты здесь, на Западе, в Европе, эти контакты, если еще 2 года назад, они очень осторожно говорили о том, что ну вот сейчас только пойдут танки пойдут на Украину, да, немецкие танки. Только придут, мы будем ждать. Рискнет Путин ударить хотя бы тактическим ядерным оружием или не рискнет? Хоп, не рискнул. Пошли дальше. Дальше. На сегодняшний момент эта технологическая революция вооружила сегодня от Соединенных Штатов через Германию, вооружила сегодня Украину такими дроновыми системами, когда ракеты не нужны. Ведь ежели те ракеты, которые так сильно просили Таурсы у Германии, да, ну, они летят на 600 километров, то посмотрите чудеса, которые сегодня демонстрирует Украина при космическом наведении Соединенных Штатов Америки. Самые лучшие специалисты, военные специалисты Соединенных Штатов Америки сегодня работают в этом смысле на Украину. И вот сегодня, я когда с теми же самыми людьми разговариваю, они мне смеются. И они говорят о том, что вот сейчас мы увидим, как будет реализована эта часть по Крыму, Путин не рискнет использовать никакого, даже тактического ядерного оружия. И уж тогда начнется полномасштабная реализация этого плана, ну, собственно говоря, который на сегодня ждет Зеленский, когда это будет едино. Знаете, вот в завершении такого неприятного, наверное, анализа, Александр, я хочу напомнить вашим зрителям, что позавчера, по-моему, или позавчера, в Соединенных Штатах был проголосован закон о военных расходах, закон о государственном бюджете в части военных расходов на 2027 год. В законе впервые за все время войны, впервые за 4,5 года указан Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская области указаны как области украинские, мало того, которые должны быть возвращены Украине. И именно под эту задачу сформирован, среди прочего, военный бюджет Соединенных Штатов Америки. Это сигнал, который, я уж не знаю, какой сигнал еще нужно послать. И мне кажется, знаете, что заявление Лаврова, буквально позавчера, что же оно, кажется, прозвучало, или вчера это заявление Лаврова, о том, что, мол, я не хочу думать, что нас в очередной раз кинули, но есть то, что есть. Если, знаете, вы пробуете что-то, оно по виду как молоко, на вкус как молоко, да, пахнет молоком, то, скорее всего, это молоко. Так вот, с этой ситуацией, с поведением Трампа, с такой глобальной дипломатической хитростью и обманом, который, по принципу Минска-2 реализован только уже в гораздо большем масштабе, когда необходимо было просто получить время, чтобы дать возможность этой дроновой революции, этой технологической революции на Западе состояться. Ведь был момент, когда дроновые системы России, их ланцеты и все остальное, оно было огромной и страшной проблемой для Запада, поскольку противоядия не было. И вот сегодня они это время получили. И знаете, смотрите, если разбирать этот обман, который, я убежден, именно он и состоялся. Ведь что произошло? Встретились. Красная дорожка, Трамп и Путин. Говорит, слушай, брат, да о чем с ними говорить? Мы сейчас все решим. Ты не веришь? Есть целые шаги. Посмотри. Ты не мне верь. Верь моим делам. Во-первых, мы перестаем финансировать. Пускай они сами покупают теперь у нас оружие. Окей, хорошо. Мы радуемся. Близится завершение войны. Близится мир и создание новой системы безопасности, в которой будут учтены все интересы. Да, прекрасно. Потом Трамп говорит, да подожди. Не надо ничего уничтожать. Не уничтожай инфраструктуру, не сноси мосты, не уничтожай, не бей по центрам принятия решения. Я сейчас сам их всех вычищу. НАБУ работает как часики.
НАБУ работает как часики, мы берем одного, второго, посмотри, Владимир Владимирович, у меня компромата на них горы. И тот говорит, ну действительно, дух анкориджа работает, все двигается в одном направлении. И ровно до тех пор весь этот цирк разыгрывался, пока стало непонятно, что состоялась эта технологическая революция, что каналы коммуникации, безопасные каналы коммуникации, защищенные каналы доставки между Германией и Украиной отработаны. Когда стало понятно, что весь украинский тыл, в смысле производства, хранения, развития, вооружений, переместился в Германию, и стало понятно, что Россия не рискнет ударить по украинским тылам, то есть по Германии Россия не ударит. И вот когда уже на сегодняшний момент началась реализация плана «Купол», и она идет, по мнению авторов этой программы, успешно, они заговорили о том, что ну все, вот еще чуть-чуть, смотрим на ситуацию, проводим замеры, и мы выделим, будем искать еще 70 миллиардов. Главный вопрос – подключаться к этим 70 миллиардам Соединенные Штаты, либо не подключаться. Но последние заявления Трампа, последние заявления Марко Рубио и его заместителя говорят о том, что ситуация на Западе в отношении войны против Российской Федерации меняется. И меняется довольно-таки ощутимым образом. И если мы возьмем с вами во внимание резолюцию G7, в которой нет ни одного слова о мирных переговорах, где принимал участие Трамп, который на себя брал миссию миротворца и до выборов, и после выборов. И ни одного слова Соединенные Штаты не внесли о мирных переговорах, а все только об усилении давления на Российскую Федерацию и силовое принуждение к миру на условиях Украины. То есть, я думаю, что мы с вами приближаемся просто самым стремительным образом к той реперной точке, знаете, к точке бифуркации, в которой, ну, по-настоящему экзистенциальный вызов во всей его конкретности становится перед Россией. Хорошо. Если мы рассмотрели эту всю диспозицию со стороны Запада, ну вот вы так видите все, что происходит. а, Ну, можно согласиться, можно не согласиться. В комментариях напишите, согласны вы или нет с вот таким раскладом. Но это с той стороны. А что со стороны России? Ведь вы правильно отметили, что регулярных ударов по Киеву, которых обещали, ну, вот этих вот прям, ну, по-разному там считают аналитики. Одни говорят, что можно раз в 5 дней вот так вот дубасить по столице. Некоторые говорят там 10 дней, некоторые неделя. То есть вот примерно в этом итоге, ну, в этом подсчете, да, вот примерно вот так. И все уже как бы смирились, выдохнули, сказали, ну все, понятно, теперь раз в неделю будет какое-то одище. Мы видим, этого не происходит. Даже налеты дроновые не такие массовые, которые есть, это тоже отмечается. Вместо этого сейчас идет удары, такая массовая кампания по заправкам и тепловозам. Кто-то говорит, да ну что там эти заправки, тепловозы, подумаешь. Нет, это все очень серьезно на самом деле. Плюс там была небольшая пристрелка по мостам. И когда прилетел КАП в пляж в Запорожье, все, конечно же, вот, смотрите, там дети пострадали, там ранило кого-то. Но это же непонятно, что это не просто, ну как, не просто в пляж, что это не в пляж целились, не в пляж метили, что есть мосты, а у мостов есть развязки. То есть это все равно идет какая-то вот такая история, которая нам указывает на целеполагание, возможное будущее. И вот тут возникает момент, важный момент истины. Какой как бы план, какой комплекс решений примет Путин? Он дал четкое распоряжение, что нужно, в общем-то, и есть сообщения, передают, что Рубикон, это дроновое подразделение Российской Федерации, перебрасывается на трассу на юг, сухопутный коридор, да, в Крым, который обеспечивает в Крым сам. То есть, еще раз, решение ПВО ищут. Эти решения, в принципе, они вот как-то вот уже крутятся в воздухе. Там 2 или 3 сообщения мне попадалось, что есть какие-то, ну, там американцы испытывают какие-то микроволновые
системы ПВО, то есть абсолютно новое что-то. Нетаньяху, который говорит, это я воевал с Ираном, это я, а Трамп, вот я его пришел и поставил его перед фактом. Ну, на фоне вот этой всей чехарды с Трампом и Ираном, вот этого мирного соглашения, потому что все видят, что ну, что-то здесь нечисто, да, в этом мирном меморандуме. Тут Нетаньяху делает вот такой разворот над Атлантикой. И он же там тоже говорит, что какие-то есть, собственно, какой-то манхэттенский какой-то сценарий, план, технология о том, что вот эти дроны, которые летят и всех донимают, РАИ, не РАИ, искусственный интеллект, не искусственный, в общем, их будут гасить, они будут падать, и, в общем, они будут добиваться цели. То есть щит потихонечку, есть такие наметки, приближается к мечу. И вот тут мы должны понять, что будет происходить. Потому что это как бы планы с западной стороны вы описали. А если попробовать посмотреть со стороны России, Китая, Ирана с роем дронов, который там взбудоражил всех. Нашли, откопали этого пилота, которого спасли из F-15. И он говорит, слушайте, я такого никогда не видел. Летят как медуза. Ну, то есть эти дроны, и иранцы им управляют, прям роем. То, что там описывали нам футуристы, вот оно, пожалуйста, с этим американцы и столкнулись в Иране. Если так, то тогда вообще понятно, почему такая атмосфера и такая, ну вот, такое перемирие с Ираном, и вот так это все, потому что есть какие-то технологии, которые вот сейчас должны включиться вот в эту дроновую войну. Ну и, понятное дело, вы делаете упор на ядерном оружии, там, тактическом, не тактическом, там уже надо как бы наводить резкость и отсылаться опять к Караганову, который говорит, что Путина всячески, там есть люди, которые говорят, давай уже, давай, ну или хотя бы просто каким-то оружием по Европе стрельни, они тогда обделаются и все закончится. Как вы думаете, по какому пути пойдет Россия? Ну, здесь, конечно, совершенно вы правы в том, что нарисовываются по большому счету два варианта. Вот вы так их чуть-чуть в разных местах сказали, Александр, но их действительно два. Первое – это происходящая реализация плана «Купол». Это не является, по моему мнению, не является фатальным и таким, что ему не существует противоядия. Я более чем убежден, что так происходило, собственно, всегда в этой, знаете, в этой войне, которая очень высокоценны, очень ценны высокие технологии, скажем так. Да? И всегда Россия находила противоядие против вот этих вот таких достижений, там, революционных достижений Запада в области вооружений. Всегда это противоядие находилось, и я думаю, сегодня это противоядие также будет реализовываться. Он совсем недавно демонстрировал свои достижения Северная Корея в области борьбы с этими самыми системами дронов, тоже управляемые искусственным интеллектом, ну и тому подобное. Что-то будет находиться. Но это первое. Но тем не менее, брать во внимание вот этот вот целенаправленный и новый такой импульс, который мы с вами получили. Новый импульс, я его считаю, получен после заседания G7 и после принятия военного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2027 год, когда Соединенные Штаты в документах, в официальных документах заявили о своем в новом вливании в украинскую войну. Да, там Трамп выиграл, знаете, переместил деньги, он Европу продолжает дальше доить, но общая цель коллективного Запада остается неизменной. Нанесение стратегического поражения России. И здесь, конечно, необходимо это брать во внимание. Но каким образом будет сейчас и как действует Россия, и что будет делать Россия, ну, мне кажется, знаете, в конце концов, после вскрытия, ну, вот этой вот спецоперации «Анкоридж», я бы ее так назвал, да, и когда, слава богу, вот Лавров это озвучил, то есть он дал понять, что руководство Российской Федерации совершенно однозначно оценивает «Анкоридж» как Минск-2, то есть как обман. О том, что хватит, верить больше нельзя, потому что, ну, как, собственно говоря, основа европейской дипломатии – это обман, который мы увидели сейчас в очередной раз. Вот. И пауза. Очень большая пауза с кратным увеличением производства ударных вооружений.
Я думаю, что, честно говоря, то, перед чем мы с вами стоим, и реперная точка, вот реперная или точка бифуркации, как вы по-другому назвать, то есть точка невозврата, к которой мы все с вами приближаемся, это точка, которой не обязательно будет нанесен удар ядерным оружием, хотя, конечно, тактическое ядерное оружие для уничтожения мостов через Днепр, это, ну, мне кажется, это вполне возможно, вполне применимо. Вот. Но то есть, может ли Россия это рассматривать? Я говорю, да, что рассматривать она это может. Но, знаете, мне кажется, что в конце концов начнется война, не специальная военная операция, а начнется война в том смысле, ну, в котором меня, например, учили. Я офицер стратегических войск, да, и до сих пор остается очень большое количество вопросов, по какой причине та же Украина, например, начинает даже локальные операции с уничтожения мостов и инфраструктуры, позволяющей подвозить боеприпас на передовую, и по какой причине на протяжении вот уже скоро 4,5 лет войны совершенно даже такое впечатление, что ракеты российские, они как будто бы облетают, понимаете? Они как будто бы облетают узлы, инфраструктурные узлы, логистические узлы, которые, ну, позволяют, в общем-то, вытворять то, что вытворяется. Вот. Почему не разрушены до сих пор ключевые моменты на Западной Украине, производящие связку с Германией, через Польшу, Германию. Вот почему этого не сделано, ну и тому подобное. Так что, ну, опять-таки, у нас с вами нет ни карт, ни планов Генштаба Российской Федерации. Но предположить по внешним факторам о том, что работа идет по двум направлениям, дабы противостоять этому плану «Купол» и дабы подготовиться к систематичным, действительно регулярным, постоянным, длительным ударам вместе с продвижением на фронте, ракетным вооружением и дронным вооружением, вероятно, это и будет планом России. Я бы, знаете, Александр, я бы сказал, что мне, например, от этого всего очень-очень грустно. Грустно именно в том смысле, что я грешен, вот грешный, Александр, я поверил в выборы Трампа. Я поверил в выборы Трампа, когда его выбрали, и, честно скажу, у меня даже несколько дней у меня была такая радость от того, что я видел адекватную оценку Зеленского. На сегодняшний же момент мне иногда начинает казаться, что даже этот цирк в кабинете у Трампа, это тоже был один из элементов плана, обман, такой, знаете, большой лжи, но очень тонкой, очень военной, очень хорошо приготовленной против Российской Федерации. И мне печально от того, что мои надежды на дипломатическое урегулирование конфликта, я очень сильно это верил, я очень сильно на это надеялся. Я надеялся на то, что именно дипломатическое решение впоследствии приведет к тому, что будет демонтировано бандеровское нацистское украинское государство. Что оно просто не сможет существовать, ну, так как это сегодня мы видим с вами на ситуации с Польшей. То есть нацистское государство, оно не может находиться в мире со всеми своими соседями. И неизбежно демонтаж его будет, этого государства. Но мои надежды, увы, кажется, знаете, рассеялись. И то, что мне стало известно на протяжении последних 2 недель, я активно сейчас контактировал с журналистской средой местной, вот, то я могу сказать, что точка невозврата приближается, и мы с вами в сентябре, в октябре станем свидетелями чего-то, ну, очень поразительного, если все-таки не опомнятся все и не остановятся. Ну, смотрите, мы как бы все, что будет, уже есть, да? Есть такая сакраментальная фраза. Очередной там парк грузовиков поразили в Запорожье. Сегодня там приходят кадры, как гасят эту стоянку. То есть все прекрасно видят, что стирается грань между гражданским и военным. Да, да. Ну вот обеспечением, давайте так подберем слово, да, снабжением и так далее. Там запустили историю, что в АТБ пустые полки, и, в общем-то, ну, потом АТБ, супермаркеты, да, украинские, это все опровергло, но, тем не менее, мы понимаем. То есть ничего не должно ехать, ничего не должно, собственно, поставляться, и
ты поди разбери, что там внутри в этой фуре, там какие-нибудь дроны или продукты, или хлеб, условно, да, продукты питания. Какие тогда перспективы у Украины и украинцев на вот эту фазу войны, раз мы, ну, в нашем сегодняшнем разговоре понимаем, что мира не будет? Ну, я еще раз скажу, что я все-таки продолжаю стоять на том, что не исключено то, что в сентябре, в октябре, когда подберутся так же, как в Карибском кризисе, подошли к непосредственному применению ядерного оружия, когда дважды советские корабли получали команду «Старт», да, когда дважды получали старт ракеты, стоящие на Кубе, а потом это отменялось. Вот я не исключаю, что в конце концов возможно разряд. Но все менее я сам в это, скажем так, верю. Какова судьба украинцев на Украине? Она сверхпечальна, Александр. Она сверхпечальна. Нет ни одной общественной организации, государственной организации в Европе, которые ведут борьбу за права людей, например, где-нибудь в Анголе, которые вдруг озадачились бы правами человека на Украине. Понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом-то деле украинцы как таковые списаны Европой, ведущей войну против Российской Федерации, превращены в функцию, превращены только в способ достижения цели. По этой причине никого совершенно не интересует. Будет стерто все до единой заправки, магазины, будет пища, будет вода, будет электричество у гражданского населения Украины. На это плевать. Интерес, который держится сегодня у западного мира к украинцам, это только интерес к тем 2 или 3 миллионам мужчин, которые сегодня еще как-то удается прятаться от мобилизации. Но вы точно отметили заявление Сырского о том, что ему мало, ему надо еще. А что означает еще? Мало того, что необходимо закрыть потери, и, как мы видим, кажется, потери эти просто страшных масштабов. Да, если соответствует действительности, что хакеры взломали данные, данные Министерства обороны Украины, когда потери за 4 года войны составили 2 миллиона 400 тысяч украинских солдат. Так вот, мало того, что ему необходимо сейчас закрывать эти потери, а так он хочет еще больше ловить. Ему нужно ловить в 2 раза больше, чтобы в месяц ловилось не 30-40 тысяч отлавливалось украинцев, а 60-80 тысяч, ибо надо сформировать бригады, которыми надо закрывать северное направление, то ли из Беларуси, то ли из России со стороны Чернигова. Так что, Александр, очень печально. Очень печально и, самое главное, общественным мнением Европы. Знаете, ведь общественным мнением Европы украинцы приняты за расходный материал. Здесь ведь, понимаете, как серьезно влияет на общественное мнение Европы нахождение украинцев, которые ходят по Европе, требуя продолжения войны до последнего украинца. Понимаете? Ну, то есть, обычный немец, австриец, там, не знаю, швейцарец, француз, когда он видит, что эти люди, украинцы, ну, сбежали они, не сбежали, женщины, в общем, как получилось, может, у них справки есть, не имеет значения. Вот они сбежали, они здесь, и это же украинцы. Они же прекрасно чувствуют и понимают, как тем украинцам, кто сбежать не смог. И если эти украинцы требуют войны до последнего украинца, оставшегося в Украине, то значит это их национальное решение. Господи, какой героический народ эти украинцы. Давайте им поможем в этом. Ну и пускай уж они так героически погибнут за наши ценности. Ну и что ж поделаешь, если с кем-то как-то происходят какие-то перегибы. Мы их не видим. Европейская пресса не будет на это обращать внимания. Общественные правозащитные организации не вспомнят ни единого изнасилованного, забитого, замученного, убитого мужчину в ТЦК. Никто этого не вспомнит. Этого не будет. И вот дело в том, что вот эти рои этих патриотов
сбежавших от войны и, знаете, потребляющие здесь сосиски и пиво баварское, да, рои их, они формируют, среди прочего, такую атмосферу, которая самым серьезным образом влияет на европейского избирателя, который своим политикам дает право заявить: ну что же вы хотите? Украинцы, блин, героический народ. Они сильнее и серьезнее всех нас. Вы понимаете? И они за нас, за наши ценности готовы гибнуть. Поможем же им в этом. Вот такова судьба для украинцев, которые остались на Украине. Знаете, те, кто еще хоть как-то рассчитывал на то, что они станут частью Великого Европейского Союза, частью, забудьте. Забудьте. Вы даже не прихожие, вы даже не холопы для них, вы расходный материал. Вот такова будет судьба. Она будет очень печальна. Сегодня там разошлись, вчера, сегодня разошлись вот эти фотографии из Одесского храма, где люди пишут записки за упокой и вписывают туда именно ТЦКшников. И, мол, руководители, там, ну, в общем, настоятели, там, говорят, не делайте этого, вы что, побойтесь Бога, это грех. Ну, это такая старая история, что, в общем, надо свечку за упокой поставить живого человека, и тогда у него там будет все плохо со здоровьем, не клеится, и, в общем, чахнуть будет. С одной стороны, вроде как, ну, это так, информация, которая, в общем, обсуждается, это обсуждаемо, это касается каждого из нас, тем более в стране, где там гадалкам платят за разные сексуальные утехи, министры, о чем эти гадалки щедро делятся в интервью, не называя фамилий, расценками делятся тоже и так далее. В стране, где вообще Татарова назначали, посоветовавшись с Вероникой Феншуй, и это, конечно, понятно, да, почему обсуждается. Но с другой стороны, это уже, ну, определенный предел отчаяния. Это человек делает это из отчаяния. Ужасающие вещи в этой Одессе происходят. Особенно там история, когда убегал паренек с собакой, они собаку схватили, а потом в 2 кварталах нашли ее с поломанными лапами. И, в общем, в крови ужас какой-то происходит. И такое ощущение, кажется, что, ну, это какие-то, ну, не отсюда люди. Ну, то есть не украинцы, это какие-то оккупанты, что ли, так себя ведут по отношению к своим же. Александр, я рискну, или позволю себе напомнить о том, что нация Гегеля, нация Гетте, нация Шопенгауэра, Шиллера, Фихте, Томаса Манна, то есть немецкая нация в концентрационных лагерях, в лагерях смерти систематично сжигала людей. Да? Что это нация, которая в лагерях смерти убила миллионы людей. Да? Это нация, на которой, среди прочего, работал французский концерн Peugeot, который производил специальные печи для того, чтобы в Дахау как можно более эффективно можно было сжигать людей. Французы в этой ситуации, они даже соревновались вот с норвежцами, там те тоже производили такие печи подобные, и производился эксперимент, то есть конкурс был объявлен тендер на то, какие печи более эффективно сжигают русских, евреев, поляков, ну, то есть, собственно, людей сжигают в этих печах. Так это просвещенная нация. Это нация, которая никогда не уничтожала свою культуру. Нация, которая никогда не сносила памятники своим поэтам, писателям там, и тому подобное. А что мы имеем дело с вами в украинской ситуации? Культура уничтожена именно для того, чтобы вот эти упыри себя явили. И вся вот эта вот быдлота, которая сегодня работает в ТЦК, вся эта быдлота является прямым продуктом уничтожения украинской культуры, прямым продуктом идеологического воздействия, бандеризации населения Украины, бандеризации общественных процессов, то есть прямым продуктом. И по этой причине, да, ну, остались люди, конечно, остались. Те, кто прячется, остались, родственники остались. Остались те, кого замучили в ТЦК или кого словили, выбросили на фронт, он там погиб. Но и эти люди, старенькие люди, которые еще являются носителями православной культуры, философии, которые являются носителями действительно украинской культуры, которая себя представляет вот этот великий симбиоз, например, Гоголя и Бердяева, например, Булгакова и Маяковского, да, ну, то есть нашей великой совместной культуры. Вот эти люди,
идут в храм и ставят свечечку в надежде хоть каким-то образом обратить Божье внимание и привернуть кару на этих упырей, на этих нелюдей. Но, Александр, я подчеркну, если немцы людей сжигали, нация, которая, собственно говоря, создала современную философию европейскую, то что там говорить о том, что события 2014 года, все последующие события, уничтожение культуры и бандеризация, тотальная бандеризация страны вытащила наружу, то явление, то чудо, которое мы с вами видим в ТЦК. Я еще раз скажу, поймите правильно, если нас с вами смотрят, я читаю уж комментарии под нашими с вами беседами, смотрят киевляне, днепропетровцы, смотрят. Так вот, послушайте, дорогие друзья, Европейский Союз на вас смотрит как на уже принесенную жертву, никак по-другому. Вы людьми для европейцев не являетесь. Вы являетесь героическими смертниками, у которых функция одна единственная. И ТЦК, то есть все эти разговоры Федорова или Зеленского или еще кого-то о том, что что-то будет придумано, как-то ТЦК по-другому будет работать, а как по-другому? Как заставить воевать 2 миллиона мужчин, которые воевать не хотят? Да никак. Только репрессивный аппарат, только мощная система подавления, только сильно работающая служба безопасности Украины, которая не позволит даже в мысли организовать системное сопротивление этим зверским методом концентрационного лагеря под названием Украина. Конечно, локальные вспышки будут. Конечно, отчаявшиеся люди будут сопротивляться этому терроризму, государственному терроризму с оружием в руках. Но в общем и целом создана идеальная модель для атаки на Украину, для атаки на Россию, для террористической атаки на Россию Украиной именно такого концентрационного типа. Мы в прямом эфире, приходят кадры, их публикуют. Во-первых, там Генштаб сообщил в Луганской области. В общем, 3 моста они поразили. Железнодорожное, автомобильное. Степень повреждений, наверное, будут картинки, видео, да, покажут. Там Луганская область, Запорожская область. То есть идет работа по мостам, что как-то бы удивительно, потому что Россия-то по мостам как-то не бьет, то, что вы удивлялись выше. Приходят кадры из Кинбургской косы. Заявляется, что это действительно Гимбургская коса, подцепили флаг Украины на разбомбленном, скажем так, островке, там, где военные, и показали кадры самой косы и поражение вот этого, скажем так, места расположения российских войск. Вот так это все как бы разгромили, заставили отступить российские войска. Кинбургская коса — это там вот фактически тоже Николаевская область, но типа Крым. Слушайте, а зачем Украине Крым? После долгих лет, давайте так, отношения не очень хорошего, да, к тому, что произошло. Крым, который выбрал в 2014 году быть с Россией, хотя многие это отрицают, говорят, это под дулами автоматов, и типа там кто-то есть в Крыму, который ждет Украину. Ведь давайте немножко с политэкономической точки зрения посмотрим. Это Украине он нужен? Или британцам? Или какой план? Да? То есть, опять-таки, понятно, есть вопросы справедливости, конституционности, референдум не признан в Крыму, но есть-то, как это выражаются россияне, реалии на земле. Прежде всего, у нас с вами есть воля крымчан. Это воля крымчан, уж как хотите, признавайте, не признавайте. Воля крымчан соответствует тому, что произошло на референдуме. Это правда. Отрицать эту правду можно там как угодно, но спорить вряд ли с этим стоит. Крымчане точно знают, чего они хотели. Это первое. Зачем Украине Крым? Здесь много факторов. Конечно же, Крым точно так же, как во время Крымской войны, того самых севастопольских рассказов Льва Николаевича Толстого. Ведь что произошло? Сначала произошло Синопское сражение, где Россия разбила турецкий флот в Синопской бухте, да, и возникла вероятность взятия Константинополя, получения прямого беспрепятственного выхода в Средиземноморье. Крым, Черное море – это в первую очередь Средиземноморье.
Тогда именно втянулись в эту в Крымскую войну, тогда втянулись Великобритания и Франция, ну и, собственно, тогда очень жестко досталось, конечно же, России. Тогда Россия была вынуждена пойти на подписание Парижских соглашений, когда, ну, в общем-то, она потерпела поражение, то есть она пошла на подписание этих соглашений на условиях противника. И здесь очень во многом, да, здесь очень во многом для Запада Крым является той точкой, которая, ну, во-первых, чем в Украине он важен и выгоден. То, что люди, ежели эти люди станут опять частью украинской политической нации, с этими людьми ничего не сделать. Эти люди не начнут любить Бандеру, эти люди не начнут разговаривать на украинском, там, западенском наречии. Вот эти люди не откажутся от русской культуры и от своей православной церкви. Они не откажутся. У Украины будет единственное решение, какое, собственно говоря, когда-то Украина предлагала. Я вам напомню, министр обороны Резник в 2015 году, если я не ошибаюсь, не 2014, 2015 году, когда украинские войска очень близко уже подошли к Донецку, он презентовал тогда прямо на телеканале «Интер», показывал карту концентрационных лагерей. Ну, он их называл не концентрационные, а, по-моему, они назывались исправительные лагеря, которые 2 возле Донецка должны были быть построены, 2 возле Луганска. Вот. И особо он настаивал, Резник, на том, что люди, особенно женщины, должны пройти переподготовку, то есть трудом и системно-идеологическим воспитанием на протяжении года, 2 или 3, кому сколько необходимо. Психологи должны будут дать соответствующий аттестат, что они теперь уже другие. То есть, особенно женщины, которые помогали ребятам на передовой, которые там с берданками выступали против украинских танков. Да, и такие женщины, мол, Донецка и Луганска практически все. Вот он на этом настаивал. Так вот, сейчас, в случае, если вдруг, ну, каким-то способом, каким-то образом крымчане вновь станут частью украинской политической нации, то никак иначе, кроме как постройкой концентрационных лагерей, и 4 не обойдешься. С этими людьми ничего не сделать. Это не та ситуация. А вот как раз-таки в смысле военном, в смысле логистическом, да, конечно, Крым очень важен для Украины. Крым очень важен, и не столько он именно важен, сколько уничтожение логистики через Крым, это и через Керченский мост, но и уничтожение логистики всего сухопутного коридора, который вот получился сегодня в результате этой войны, когда вот эти вот части территории Украины, сухопутный коридор, перешли к России. Так что он важен именно в логистическом, в военном смысле слова. А люди, нет, люди не интересуют. Люди не интересуют, и мало того, люди для бандеровского режима очень, очень вредны. Они ведь даже уничтожают сегодня не крымчан. Они уничтожают киевлян, сумчан, львовян, ивано-франковцев, тех, кто не хочет воевать за этот режим. Вот. Так что человек не нужен, территория нужна. Да, друзья, значит, перейдем к вашим вопросам, подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Они вот такие, эти итоги. Вероятно ли наступление на Киев из Беларуси? 12% считают, что да, без этого войну не выиграть. 21% без мобилизации в Российской Федерации невозможно. 28% на Киев пойдут, но не из Беларуси. 40% считают, что нет, это оправдание людоловам и зверствам ТЦК. То есть люди, видите, как орешки щелкают уже, настолько, скажем так, много вот этих этой всей хуцпы, да, которые они уже разбираются, что к чему. Перейдем к вашим вопросам, друзья. Спасибо большое за то, что их оставляете. Значит, вот такие вопросы. Так, вот здесь есть вот такое мнение, и просит прокомментировать, значит, человек. Значит, если не верите мне, спросите у людей, которые работали в Краматорске, Славянске, Дружковке, в этих агломерациях в СССР. Там больше 40 предприятий или подземных сооружений, некоторые достигают высоты 6 этажей. Такие же были в Луганске, и в 1982 году по ним спокойно приезжал грузовой транспорт. Для того, чтобы понять, к чему это, можно вспомнить Вагнера, который брал Солидар и Бахмут. По хронике можно увидеть, какое количество в Солидаре было скопление военных, техники, припасов. Отдай это все просто так, как здрасте,
там потом картошку будут хранить или соленья, а то простые, как угол дома, говорят, отдай и все, за то, чтобы был мир. А то, что оттуда можно несколько лет запускать дроны, все равно никто об этом не думает. Извините за долгий спич, при грамотно организованном подвозе провизии, а там подземных коммуникаций на несколько этажей вниз хватает, для обороны достаточно будет и одной бригады продолжаться, это может годами, и никакие ФАБы, КАБы ничего не сделают. Теперь представьте, что это все не для обороны, а кто-то может, не для обороны, да, а кто-то может объяснить новый метод противодействия, про то, как быстро найдутся финансы и кулибины, чтобы эти все подземные помещения превратить в военные базы за считанные месяцы. Даже говорить не буду. Что скажете по этому поводу? Ну, скажу, что очень прав ваш автор. Собственно говоря, поэтому такая битва и идет. Ведь любая сторона, так как сегодня, скажем, Украина использует это для обороны, которую проломить очень трудно. Ну, точно так же и Россия может использовать впоследствии и для обороны, и для других действий. Точно так же, как на сегодняшний момент Россия считает, что если остановится военная операция по линии разграничения, и эти мощные сооружения останутся во владении Украины, то также Украина дальше продолжит подготовку к наступательному вооружению. Ну, так как, например, Залужный говорил, что даже сыну своему будущему, который только должен будет еще родиться, он будет завещать атаковать Россию. Ну, то есть, по этой причине, собственно говоря, потому что это крепость, по этой причине за эту крепость такая бойня и идет. И, кстати, чем далее эта бойня продолжается, тем более сильнее возрастает вероятность применения тактического ядерного оружия. Поскольку подобные подземные сооружения на сегодняшний день, они действительно недоступны для конвенционального вооружения. Даже, как показала история с Ираном, самые мощные глубинные бомбы Соединенных Штатов Америки не все могут достать под землей. Так что, да, вы правы, поэтому драка идет. Петр, вопрос. От многих слышу вопросы, чем и как Украина будет отдавать западные транши. А с чего они берут, что Украине нужно будет что-то отдавать? Разве сам Запад не понимает, что Украина это все не отдаст никогда? И разве все эти траты Запада, это не траты самого Запада на себя, на свою войну с Россией? Ну, во-первых, да, все именно так. А во-вторых, Украина уже все отдала. Все отдало. Знаете, то, что сейчас средства массовой информации детально не разрабатывают соглашение между Соединенными Штатами, Соединенными Штатами и Украиной, видите, я уже Украину причисляю к очередному штату Соединенных Штатов Америки. Но что, собственно говоря, так и стало. Вот, то Украина отдала с лихвой. Украине, на Украине не принадлежит уже ничего. Там никто не проиграл из Запада. Никто. Оксана возмущається. Зеленський веде себе як хам. Нам потрібен досвідчений політик, який з'їв зуби на політиці. Політик, який наведе порядок і зробить мирні відносини з країнами, кордони яких прилягають до України. А какой Оксана, все так, мудрый политик сейчас спасет ситуацію? Так, в тому ж ситуація, Оксана. Все так, але ви маєте врахувати громадську думку. Яка на сьогоднішній день громадська думка? Я, наприклад, не знаю. Я не знаю, чи справді сприймуть люди саме такого політика, який вибудує стосунки з країнами, які знаходяться поруч, дружні, робочі. Чи зможе такий політик з'явитися сьогодні на політичній мапі України? Ну, судя по всему, не сможет, потому что все ходы перекрыты в этом отношении. Так, чат трансляции давайте подключим. Скандал в прессе, Наталья пишет, с издевательствами над мужчинами в Скеле разойдется по Украине, поднимут волну возмущения. И почему это не разгоняет Российская Федерация? Европа-то понятно, но какой бы был резонанс, всем добра. Ну, то есть, я понимаю так, что возмущаются, что Российская Федерация разгоняет факты издевательства над гражданами Украины? А это что, плохо, что ли? Я никак не могу понять. Не разгоняет. Россия не разгоняет. Да, извините, я не услышал. У меня кола за окном. Почему не разгоняет? Потому что я не знаю. Я уж не знаю. В отношении, знаете, все-таки я вам скажу так. В отношении пропагандистской, идеологической работы равных Геббельсу нет.
И чем дальше на запад, тем более эффективно эта работа работается. Тем далее на восток, тем больше люди как-то доверчивые, более верят, более рукопожатию верят и глазам в глаза, честному разговору, и меньше врут. Ну, тут вот беда, честно говоря, недоработки. Так, значит, вопрос. В Европе Урсула ведет себя как Ермак в Украине. Чиновник рулит сама, никто не выбирал ее, ни за что не отвечает, готовится к войне с Россией. Может, Украина тестирует, что потом будут делать с европейцами? Александр спрашивает, Леонов. Может быть и так, но украинцы тестируют, что потом будут делать с европейцами. Да нет, вы знаете, я боюсь, что мы с вами имеем дело все-таки с коллективным Западом, сшитым все-таки достаточно прочно в единую такую, знаете, культурно-военную единицу. Вот. И сдавать свои позиции Запад пока не торопится. Конечно, он проигрывает, конечно, уходит постепенно. Возрастает Китай, поднимается Россия, то есть Восток становится новым таким геополитическим центром мира, экономическим центром мира, но Запад, понимая, что он уходит, еще очень долго будет кусаться, и он будет, собственно говоря, монолитный. А что за скандал с перепиской с Зеленским, с чатиками? Слушайте, ну это же прям какой-то цирк. Пока это интрига, Александр, пока это интрига, я не смог найти. Ну, даже там те контакты, которые я имею, они пока еще, для всех пока неожиданно. Никто самого еще не добрался до самого тела этой переписки. Мгм. Переписывались в чатике, как общаться с Трампом, Да, как его да. охмурить. Только единственное, о чем говорят, и вот то, что проскакивает в прессе западной, так это то, что обсуждались какие-то совместные действия, каким образом действовать против Трампа. Не в том смысле, да и то конкретных нет словосочетаний, выражений, понимаете, нет вот это рыжее бестие, например, да, или еще что-то в этом роде, ничего такого нет, но, скорее всего, это была консолидация усилий, координация усилий по поводу того, чтобы хоть как-то совладать с тем, что творит Трамп. Здравствуйте, а кто больше виноват? Галичина, которая раком поставила всю Украину, или русскоязычные, которые не нашли силы отстаивать свои права? А теперь обе стороны гибнут на фронте и страдают в тылу. Жанет спрашивает. Ну, вне всякого сомнения, идеологическая трава, которая рождена на Западной Украине, как рождена? Она не рождена на Западной Украине, она являлась носителем. Длительное время это была носитель вот этой именно бандеровской идеологии, которая систематизировалась, готовились агитационные материалы, разрабатывались техники воздействия на общественное сознание. Это Канада в этом приняла активное участие. Это разрабатывалось в Западном Берлине, ну то есть в Западной Германии. Это Великобритания над этим системно работала. Работая с теми, кому удалось выжить бандеровцами, бежать, вот они их спрятали. И впоследствии уже, даже, вы знаете, где-то начиная с 1985 года, когда появилась Слава Стытько, приехала еще в Советский Союз, да, еще до 1991 года, Левко Лукьяненко, который вышел из тюрьмы, когда начала потихонечку на Западной Украине при поддержке спецслужб и сильном финансировании со стороны Запада стала разливаться эта человеконенавистническая идеология. Ведь, посмотрите, даже поляки делали все, чтобы этого не заметить. Делали все для того, чтобы орлами белыми, там еще какими-то там орлами завешали всех, кого можно было только завесить. Но в конце концов даже здесь стало понятно, что сутью государства, сутью украинского государства является бандеризм. Ведь каким образом на сегодняшний день можно было выполнить требования Навродского, короля Навродского, да, по поводу того, чтобы отменить название УПА, там, героев УПА, да, одного из подразделений, которое украинский вручил. Как это можно сделать? Это означает признать, что основной стержень украинского государства, то есть как бандеризм, нацистующее государство, основной стержень является лживым. Что это, собственно говоря, фашизм, нацизм и есть. То есть бандеризм – это фашизм и нацизм и есть. А как это сделать? Вот. И по этой причине, собственно говоря, оттуда это выросло. И эта зараза, она является такой, что она поразила очень большие территории, большое количество людей. 30 лет системной работы привели к тому, что, увы, украинский народ сошел с ума в определенном смысле. И тогда, конечно, установилась
идея нетерпимости к другой точке зрения, нетерпимости к другому языку, культуре, церкви. Ну, вот это самая идея о том, что мы все едині, и мы все, в общем-то, наш батько, наш Бандера, Украина мати. Знаете, мне кто-то прекрасно написал в чаті, каже, батько мій Бандера, Україна мати, а з того народилося, ну, це уродець, который возненавидел своих собственных детей, своих собственных граждан. Так что я лично возлагаю вину именно на Запад, который взрастил, развил и реализовал на Украине нацистскую идеологию ради подготовки Украины к войне с Россией, чтобы использовать ее как пушечное мясо, как торпеду против России. Анна задает вопрос в клубе зрителей. Василий, вы как политик левых взглядов, как реализовать левую социал-демократическую повестку, если нет экономики, а пенсионеров в 2 раза больше работающих, а уехавшие не вернутся? Экономику спасет только либерал-фашизм, а уж потом левые лет через 10. Что делать? Ну, знаете, когда звучит, что спасет либерал-фашизм, это, во-первых, это вещи несопоставимые. Вот эта формулировка либерал-фашизм, это нельзя сопоставить. Фашизм – это итальянское слово «пучок», наверное, уже все об этом знают. Да? То есть, это жесткое объединение ради достижения единой цели. Это подавление любой свободы ради достижения цели мощного государства. То есть, ради государственнических идеалов. В этой ситуации либерализм никаким образом не попадает. Он не может там находиться. Вот. В отношении того, как построить и как реализовать идеи, социал-демократические идеи в обществе, где не существует экономики, так никак. Так дело в том, что обществ без экономики не существует. Понимаете? Если общество существует, то в нем уже хоть какая-то экономика есть. И чем беднее общество, тем более необходимы этому обществу справедливые механизмы распределения. Ибо если вы в бедном обществе не организуете справедливые механизмы распределения, то у вас половина общества перемрет просто-напросто. Вот. А здесь, в общем-то, только я вижу на всех этапах, на всех стадиях именно социал-демократические преобразования, при котором будет изменено отношение к собственности, к частной собственности, на бюджетообразующие средства производства. Вот, в общем-то, это и позволит дать в руки государству. Ну, конечно, если это государство не будет столь коррумпировано, как сегодняшнее государство Зеленского. Оно даст в руки государству ресурсы, необходимые для обеспечения необходимого среднего, минимального уровня для того, чтобы люди существовали. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Василий, благодарю за время и мысли. Всем всего хорошего, несмотря ни на что, скорейшего мира, дорогие друзья. Ну и мы